Привет, привет, кто присоединяется. Ссылочку брошу. Так, не получилось бросить. Сейчас еще раз брошу. Все, теперь все, бросила ссылочку. Телеграм-канал бросила ссылочку. Всем привет, привет. Привет, кто присоединяется. Сегодня наш стрим о чем? Новости BTS на сегодня. Ну, возьмем так немножко вчерашнее сегодня. Потом, что еще у нас? Карты Таро. Конечно, карты Таро. Ну и, в принципе, еще раз Таро. Вот в этом ключе. Привет, привет, кто пришел. Напишите, звук есть. Жду вашего резюме, звук есть или нет. Я с картами Таро. Сегодня такие карты Таро у меня. Где тут? Как правильно их? Вот так. Вот так. Всем привет, привет, кто пришел. Так. Начнем. Новости BTS на сегодня. Сеул уже на пределе ожидания. До камбэк-концерта остаются считанные дни. От Тэхёна сегодня был сторис. 6 дней. И город буквально живет BTS. Новые постеры, в Кван Хвамун билборды, наплыв фанатов, а в центре уже ощущение, будто начинается не просто шоу, а событие национального масштаба. Пишите, звук есть или нет. Напишите, кто пришел, есть звук или нет. Так, придется самой проверять, никто не пишет. Сейчас проверим. Так, всем привет, привет, кто пришел. И тем, кто не пришел. И кто будет смотреть потом, в общем, в записи, всем привет. Так, сейчас это вам. И тем, кто не пришел. Есть звук, это радует. В общем, видели, у меня такая заставка розовенькая. Вот. Камбэк BTS уже засветился в официальной госповестке. Наверное, слышали, видели об этом информацию. Да, это тот самый редкий случай, когда концерт группы оказался в расписании на уровне важных государственных событий. Соцсети уже обсуждают это как доказательство возвращения BTS больше, чем просто музыка. Подтвердили. Netflix продолжает подогревать атмосферу, и сегодня от них коротенькое видео, и армии как бы уже там провели параллели, как я всегда говорю, там, да, и съемки, походу, были в феврале месяце. Новый отчет, свежие фото, промо по городу, все подводит к одному. 21 марта нас ждет большой вечер, и даже те, кто не попадет на площадь, все равно будут внутри этого события. Всем привет, привет, кто пришел. Погода, кстати, обещает не испортить праздник уже. В общем, в Корее там все предусмотрели, даже погоду, в общем, да, предсказали. Всем привет, привет, кто присоединяется. В Сеуле прогнозируют ясное небо, днем тепло, но к началу концерта станет заметно прохладнее. Так что фанаты уже обсуждают не только эмоции, но и куртки. Ариран все сильнее воспринимается не как просто альбом, а как культурное заявление. После разбора символики и исторических отсылок корейский интернет все активнее говорит о том, что BTS идут глубже обычного камбэка через корейскую идентичность, память и очень сильный национальный образ. Привет-привет, кто пришел. Свим уже выглядит как эмоциональный центр всей эры. После голосовых сообщений от Чимина, Тэхёна, Джина фанаты все больше уверены. Главный посыл песни – идти вперед. Не сравнивать себя с другими, и
держаться своего темпа. В сети уже пишут, что это будет не просто заглавный трек, а настоящее утешение в музыке. Есть ощущение, что нас давно, в общем, об этом не утихают разговоры у блогеров, и, в общем, сами фанаты говорят между собой, что, в принципе, члены группы BTS постоянно спойлерили, что касаемо их песен. Вот. После слов Джина о звучании Swim фанаты массово вспоминают старые намеки и теперь гадают, не был ли еще осенью брошен спойлер про звучание новой эры. Много таких коротеньких каких-то постов, шортиков в эту тему, разборы блогеров. Очень интересно, кстати, не пропускайте. Чунгук снова в режиме абсолютного хайпа. Фото, якобы сделанные перед недавним эфиром, разлетелись по сети. Реклама с ним захватывает витрины по Корее. А еще обсуждают, как глава часового подразделения крупного люксового холдинга лично выложил историю с Чунгуком под Dreams. И да, Чунгук, я, наверное, неправильно сказала, sorry, Dream. Ну, не Dream, а может Dream, в общем, Dreams. И да, Чунгук снова продает все одним именем. Его винил «Орхидея» разлетается по странам и площадкам, а в чартах продаж держится как абсолютный фаворит. Фанаты уже шутят, что успеть купить что-то с Чунгуком, это все раскупят. Это отдельный вид спорта. Это уж точно. Привет, кто пришел? Тэхён тоже держит внимание на себе без особых усилий. Слухи о новом цвете волос, разговоры о его голосе, реклама по городу, старые интервью снова всплывают в лентах. И, кстати, у меня видели заставочка какая розовенькая? И я выгрузила на основном канале шортик 2 года. Песни Тэхёна, и все это вместе дают один эффект. Интернет опять крутится вокруг него. Почему бы не крутиться? У Тэхёна еще и новый виток признания как у культурной фигуры. Национальный музей Кореи отдельно рассказал о картине из публикации Намджуна, а параллельно снова вспоминает старую историю о том, что голос Тэхёна хотели для проекта культурного наследия. То есть вайб такой на эту тему. Он уже давно не только айдол, а голос и образ, который считается гораздо шире. Всем привет! Фанатская поддержка вышла на новый уровень. Баннеры, экраны, проекты на станциях, подарки, реклама в Гаяне и Кванхвамун. Соцсети весь день показывают, как фан-базы превращают подготовку к камбэку в полноценный городской фестиваль. Туризм и бизнес тоже уже на волне BTS. Отели, специальные предложения, фотозоны, тематические пространства. Все это еще раз показывает, что камбэк BTS сейчас двигает не только фандом, но и целые городские индустрии. В индустрии развлечений вообще намечается затишье перед бурей. Пошли разговоры, что многие специально отодвигают свои мероприятия, чтобы не попасть под тень возвращения BTS. Потому что, когда выходят они, весь остальной шум автоматически становится тише. Ну и как бы о новостях еще, что добавлю, продюсеры тоже подливают масло в огонь. Один из продюсеров Ариран уже успел намекнуть, что 20 марта игра изменится. О чем бы это он? И да, интернет за эту фразу уже уцепился мертвой хваткой. Привет! Всем привет, кто пришел, как поживаете? И вернемся к Тэхёну. Ну, в общем, такие основные несколько или 2 темы, или несколько тем вокруг Тэхёна. Пост от Кия, нашей телеге, кто не подписан, подписывайтесь, да, в профиле этого канала есть ссылочка на телеграм-канал. Подписывайтесь. В Твиттере Кия высказалась довольно четко. Тэхён всегда был искренним с фанатами, открыто делился своим творческим путем, показывал, как сильно любит музыку и свою работу.
По ее словам, настоящая поддержка– это уважать выбор артиста, будь то сольная деятельность или работа в группе. И главное– поддерживать то, что для него важно. Ну, не знаю, в чем, чё она обиделась-то, в общем, да. Ну, по поводу, скажем, даже у меня на основном канале, это так, отступление от моей речи, я хочу сказать, мнение фанатов, естественно, разделилось. Кто-то о том, что вот винил Чунгука продается успешно, там, несколько раз, Чунгука Тэхёна не продаются. А кто-то пишет: вы что, Тэхёна продали там 2 раза, а кто-то отвечает: а Чонгука 3 раза уже продали. Ну, то есть я имею в виду третий подход, там, да, продаж и так далее. В общем, винил парней раскупают, и всех остальных также мемберов. Не ругайтесь в комментариях, в общем, все там нормально. Никто не обижает ни Тэхёна, ни Чонгука, ни остальных других членов группы BTS. Так что успокойтесь, дорогие фанаты. В общем, новое фото профиля. Фанаты сразу заметили интересную деталь. На новом официальном фото именно Тэхён стоит в центре композиции. Да, и как бы об этом тоже заговорили. Вообще-то, так знаете, вот как-то так вот Тэхён поднялся, ну, не знаю, возможно, вы будете со мной не согласны, но сейчас он как-то немножко изменился. Вот это чувствуется даже по концептуальным фото и вообще каким-то постам и так далее. То есть он как одна из ключевых фигур в группе. Это видно, в общем, да. Но это мое мнение, возможно, вы с ним не согласны. В общем, вот так. Случайность, символ, намек на концепт. Интернет уже разбирает расстановку мемберов буквально по миллиметрам. Да? Почему его поставили в центр? Что происходит, в общем, да? Слухи про волосы тоже такие есть. А теперь это, наверное, самое интригующее, это про волосы. И мы вообще давайте карты достанем, да, достанем. Пошли разговоры, что Тэхён якобы покрасил волосы в цвет, которого у него раньше не было. Ну, понимаете же, это все слухи. Официально мы ничего не знаем, да. Посмотрим. И вот карта Таро. Давайте достанем карты Таро, да. Какие будут вопросы? В общем, да. Ну, сейчас возьму карты в руки и потом зачитаю, потому что вопросов много. А какие взять? В общем, да. Вот. Я сижу, выбираю, какие взять. Глаза разбежались. Всем привет, 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 кто присоединяется. Пишите, как у вас дела. Вот. Кстати, там сообщество бросило ссылочку, что буду стримы проводить, там новый канал, и буду там стримы проводить. Поэтому вы туда тоже подписываетесь. Короче, везде подписывайтесь. Где я вам говорю, подписывайтесь. И туда подписывайтесь. Я плохого вам не скажу, что касаемо подписываться. Вот. Я только о себе, да. Подписывайтесь на мои каналы, которые размещены на различных платформах, да. Вот. Вопросы к картам Таро. Какой новый образ готовит Тэхён? Нас ждет мягкий стиль или резкая трансформация? Это все ваши вопросы. Новый цвет будет теплым или холодным? То есть это уже как бы утверждение со стороны фанатов, и мне пишут уже конкретно, да, холодный, теплый. Это будет естественный оттенок или что-то яркое, неожиданное, вау? Вот давайте достанем карты, да, что касаемо Тэхёна. Какой новый образ готовит Тэхён? Нас ждет мягкий стиль или резкая трансформация. Новый цвет будет теплым или холодным. Это будет естественный оттенок или что-то яркое, неожиданное. Вышла карта четверка мечей. О чем она? Это холодный какой-то оттенок, можно сказать, по четверке мечей. Белый, что ли? Блонд? Может быть, такой синевой какой-то будет, да? Интересно. По этой карте уж точно загадочный какой-то образ.
Понимаете, да? А, может быть, знаете, какой-нибудь там фиолетовый или дымчатый. Может подойти сюда дымчатый оттенок, да? Пепельный может тоже сюда мелирование такое, да? Вот такая карта вышла. Посмотрим, блин, да? Но это вот холодная, это карта холодного оттенка. Интересно, блин, самой прям интересно. Но вообще карта говорит о том, что он не покрасился. Посмотрим. Семерка кубков вышла карта. Ну, кубки вообще, говорят ли они там о каких-то действиях, да, что покрасился или нет, да. Ну, тоже такой фиолетовый. О, кстати, розовенькая, видите, у меня розовенькая это заставка, да, и розовенький такой, да, ну, вот. И королева Пентакли. Вот королева Пентакли относится, Пентакли это к тому, что покрасился. А это мягкий какой-то оттенок, тоже розовенький, видите, да? Может быть, четверка мечей вышла в тему, что это скрывается еще, да? Карта тоже скрытости. Ну, вот. Карта такой, знаете, отдыха какого-то, передышки. Может быть, карта к этому, да? Что вот есть такой... вот розовенький, не случайно же я такую заставку поставила, такой розовенький, да, вот, это сама, а четверка мечей может говорить, что, ну, блин, еще подождите, да, все это скрывается. Но хочу сказать, вот здесь холодный оттенок, а вот в фундаменте, видите, розовенький такой теплый, да, ну, может быть, фиолетовый к этому больше, да, вот. А здесь, в общем... Вот. Вообще, как бы, если королева Пентаклей, это природная красота, натуральный тип волос, да, вот по этим картам. Вот. А семерка мечей это может быть это светлое что-то, да, по семерке мечей. Креативное такое, необычное такое, да, ну, скажем так. Ну, в общем, четверка мечей у нас вышла карта центральная, холодный оттенок, серый, пепельный, в общем, да, фиолетовый, в общем, вот так. Ладно, вот мы достали на волосы. Потом, я не знаю, как, если, напишите, есть ли смысл доставать по поводу этого, что он там, фанаты сразу заметили интересную деталь, на новом официальном фото именно Тэхён стоит в центре композиции. Вот. И какой смысл на это доставать? Ну, давайте. Чего его поставили-то в центр композиции, да? Интересно. Вот так. Сейчас. У меня есть фотка. Мне прислали, да? Я ее сейчас открою. Сейчас я ее открою. Так. Где это фото? Вот. И правда он такой, знаете, там Джин с ним, Чонгук. Кстати, в телеге же там Татьяна выгружала, да? Джин, Чонгук, в общем, да, так сказать, опора. И Тэхён, в общем, в центре, да. Почему его в центр поставить? Почему именно Тэхёна выбрали в середину фото? Вот такая карта. Вот. Ну, здесь вышла шестерка чаш. Карта называется «Возобновление». Ну, вообще карта вышла шестерка чаш. Она говорит о группе. Она может говорить о группе. Также карта, знаете, прошлое, настоящее, будущее. Я всегда о ней говорю. Недаром она возобновление, в общем, да. Ну, например, в этой карте открыто внимание, ну, карта благополучия, в общем, да. В этой карте есть такое наследие чего-либо, да. Вот, например, же я немножко так, когда зачитывала эти новости, я говорила о том, что, да, ну, вот сейчас как бы своего рода немножко, ну, это мое было такое... ну, как бы мое такое замечание, это я лично как бы заметила такое, да, это мое мнение, что сейчас роль изменилась Тэхёна в группе. И вот возобновление карта в тему этого, да. Вот.
Ну, то, что вокруг друзья, в общем, ну, это карта поддержка, в общем, близких, друзей, тех, кто с ним. Я думаю, наверное, ну, как бы более стали, ну, например, ценно относиться, ну, скажем так, к Тэхиону. Может быть так, да? Вот. Так, здесь, полный вперед продвижение. Ну, продвижение, как я и говорила, да, видите, как карты одна одну дополняет. То есть явно как карты намекают на то, что Тэхион сейчас занимает лидирующие позиции в группе, понимаете, да? Вот, вот так. А здесь у нас карта императрица, понимаете, да, это карта роста. Ну, как я и говорила, он вот вырос, скажем так, в группе авторитетно. Это императрица уж точно карта авторитета, да. Ну, грубо говоря, вот такие карты. Так, по поводу этого, что тут еще? Так. Что с глазами уже? К глазам здесь как бы, да. А, По поводу пластических операций, айдолов, да, предполагается, что Тэхён хирургически перекраивает себя под европейца для карьеры в любимом Париже. Вот. Ну, давайте достанем карту. Перекраивает он себя или не перекраивает он себя? Ну, они следят за собой, они айдолы, естественно, они проводят какие-то процедуры. Мы когда-то это обсуждали, доставали на эту тему карты. А что здесь, в общем, такого, да? Тупой подбородок стал острым, вот, не знаю, перекраивает он, переделывает или не переделывает он себя. Тэхён, давайте такую карту достанем. Восьмерка мечей вышла карта. Вообще-то карта может быть связана с каким-то вмешательством. По этой карте вот по опыту проходит медицина часто, да, там обследование может приходить, какие-то процедуры. Эта карта, ну, например, может быть во власти, вот этого, знаете, они же айдолы, они должны держать вот эту, поддерживать себя в каких-то стандартах, да, и к этому стремиться, да. Ну, например, есть какие-то предписания, скажем, да, вот именно для артистов, там, для айдолов, чтобы постоянно, ну, как бы были в форме и так далее. В общем, возможно, да, вот восьмерка мечей. Девятка мечей, да, ну, мечи это уж точно к медицине и к переделке, в общем, да, и туз жезлов. Я хочу сказать, да, ну, знаете, как бы я сразу сказала перед тем даже, как карты доставать, ну, смысл доставать карты, тут и без карт логически понятно, что они как бы прибегают, там могут немножко губки, чтобы там, ну, не то, что увеличить, поддержать там, да, там, чтобы как бы напитать их влагой, да. Может быть, как бы там где-то лицо подтянуть, может, еще чего-то. Да, ну, бесспорно. И с возрастом они будут, если он будет заниматься этим и дальше, там, карьера, и сниматься в фильмах, и так далее, в общем, где-то даже там, ну, мало ли у него там какая карьера будет, то, в принципе, они будут часто прибегать к этим процедурам. А что здесь такого? Вообще не вижу ничего такого. Но то, что, например, вот чисто переделать себя там под европейца или кого-то еще, да, возможно, так им больше, знаете, как вот человеку, да, у человека длинные волосы, хочу короткие, короткие волосы, хочу длинные, да, там у меня глаза узкие, хочу широкие, там брови узкие, пойду сделаю широкие, в общем, да. Сейчас сколько возможностей, и тем более в Корее, в общем, они, скажем, ну, все, в общем, звезды, да, артисты, актеры там, ну, неважно, звезды, грубо говоря, они постоянно прибегают к каким-то медицинским операциям. Ну, карты вышли, да,
Вот. И, в принципе, здесь нет ничего такого. Я вообще только за. Самое главное, чтобы только во благо и не, как бы, не нанести себе какого-то урона. Потому что все-таки, как бы, вмешательство. Кстати, видела отступление, да? Вы же знаете, что я была сейчас в Москве, и ну, там бывает телевизор могу включить, в общем, я там готовлю чего-то там делаю, а он просто как болтает и болтает, да. И вот такой был момент там, я вру, блин. Короче, я так подсела, наверное, посмотрела, ну, или одну, или две посмотрела, короче, передача есть там такая, знаете, экстрасенсов показывают, да. Не знаю, как-то так, скептически я к этому отношусь. В общем, нет, я знаю, что люди реально, ну, как бы видят, да, и сама не раз с этим сталкивалась, но, в принципе, как бы там больше оно на шоу похоже, нежели там действительно, да, там. Все-таки это шоу. Понятное дело, что там это готовят, и, в принципе, может, даже и сценарий как-то там прописывают. Ну, не совсем, я думаю, но в любом случае это есть. И хочу сказать, что был такой момент, там дочка какой-то дивы там была, да, даже не знаю, кто там, она не, и, короче, не суть. И она постоянно себя переделала. То есть вот в тему этого вспомнила так я, да. Она там себе перекроила лицо, там и фигуру. Вообще, и она очень молодая, и там, по-моему, двадцатника, а то, наверное, и нету, да. Ну, что-то такое. И она себе просто перекроила. И одна экстрасенс, в общем, ну, типа там, знаете, так завязывают глаза, и она там рассказывает, кто напротив, да. И она говорит, что этот человек, мол, типа, она перекроила полностью себя. Такое ощущение, что вот как бы мне идет, что это там девушка, да, но на самом деле я вообще не пойму, да, то есть как бы кто и что, то есть реально себя перекроила. Вот действительно, да, человек, когда вмешивается и, например, вот именно там что-то себе меняет, да, там, ну, такие вот прям глобально что-то менять, там, нос поменять, да, там, челюсть, там, или еще чего-то, то, в принципе, понятное дело, что становится совершенно другой человек. И поэтому, если ее там экстрасенс, вот, она и говорит о том, что, да, такое ощущение, что девочка, а как бы мальчик или мальчик, девочка. Ну, в общем, экстрасенс запуталась, потому что реально как бы образ потерялся, да, этого человека. Я к тому. И, в принципе, это делать можно, а почему бы и нет. Но самое главное, чтобы вот именно не в ущерб здоровью, понимаете, да. Ну, а то, что им следить нужно за собой и так далее, это уж бесспорно. Это их, в общем, если он в этом крутится, то, в общем, понятное дело, что он это будет делать, бесспорно. Вот. Но карты вышли там медицинские реально, да, вмешательства. Ну, чтобы сказать, например, кардинально что-то было, там нет таких карт. Ну, чтобы реально что-то изменить. Но как бы корректировки какие-то есть, да. Вот. Что дальше, что дальше, что дальше? Так, пишите. Привет, привет, Лидия. Так, продолжим. Сколько у нас там время? Что-то так быстро все. Так, сейчас я открою. Мгм. Хочу, теперь о Таро давайте вам расскажу немного. Таро, в общем, смотрите, вот такую колоду я себе купила. Видели, видели, какая колода? Колода называется первичная материя, в общем, да, вот эта колода. Так, сейчас у меня здесь она разделена, потому что я приобрела такую колоду. В ней 108 карт. И так, я сейчас уберу здесь как бы вот это типа буклетов, там схемы. Оставлю вот эти как бы 26 карт и 78. Вот. Название очень необычное.
этой колоды. Если, в общем, кому будет интересно, возможно, вы также приобретете, да. Но я купила такую более дорогую колоду. Есть, но она мне очень понравилась. Видите, какая такая под старину. Я люблю такое. Вообще классная колода. А есть, например, ну, она тоже в такой, ну, у меня прям, знаете, она такая бархатная. И здесь вот такие, на рубашке золото сделано, да. Ну, классно вообще, золотая вставочка такая. Так вот, первичная материя, в общем, смысл какой этой колоде, да, она, в общем, захватывает все захватывает, материя, одно слово материя, да, из того, из чего появился весь мир. Металлы, растения, люди, энергия, в общем, да. И как бы алхимики ранее верили, что когда существовала одна первичная материя, из которой появилось все, да, я неправильно сказала. Алхимики верили в то, что была одна ранее первичная материя, вообще одна, из которой потом образовалось вот это все: металлы, растения, люди, энергия. Вот так, да. Вот. Это как первоначальный хаос, скажем, да, из которого рождается все. Поэтому вот эта колода, она связана не просто с гаданием, а с идеей трансформации человека. И особенно вот эти вот карты, еще 26 дополнительно помогают, да. Не, ну, я взяла, ну, как бы это переиздание, понятно, оно немного измененное, да. Но в принципе, очень много есть, как бы, в эту тему подешевле колоды, да, намного дешевле. Что именно смотрят по этой колоде? В эзотерике, что касаемо этой колоды, она не только можно смотреть бытовые вопросы, да, а можно также очень глубже посмотреть, да, что касаемо каких-то вопросов. Ну, например, там диагностика, Таро. Диагностику лучше делать на вот этих картах, я также скажу о них, Таро, и, в принципе, как бы посмотреть, что сейчас, ну, в общем, скажем, полностью духовный путь человека, да, какие внутренние там блоки, страхи, кармические уроки можно посмотреть, предназначение, этапы развития личности. И вот я хочу сказать, если, ну, вот эти карты, они как раз вот очень хорошо работают на диагностику, вот то, что я сказала, да. Вот именно эта колода, она также может в помощь психологам, в общем, да, это не просто там, да, о чем будет звонок, а на более глубже посмотреть, в общем, да. 108 карт здесь, и число 108 – это сакральное число во многих духовных традициях. Ну, например, да, 108 бусин в буддийских четках, 108 энергетических каналов в йоге, 108 имен божеств в индуизме. Вот, понимаете, да? Как бы именно вот эта колода, ну, как бы, да, это как символ полной системы, в общем, мира, да, вот этих энергий. Вот эти вот, которые я сказала, там, которые здесь 13 и 13, Вознесение и Сферот, в общем, да. Арканы и Сферот 13 картам и 13 картам. Сфероты – это каббала, в общем, да. Я хочу сказать, что я как бы каббалу не практикую, но немножко сталкиваюсь с ней. Ну, даже вот, например, есть Таро Викинги, немножко затрагивает каббалу. Ну, много таких есть даже традиционных карт Таро, которые захватывают каббалу, да, там размещены какие-то знаки, в общем, да, на которые стоит обращать внимание. Но хочу сказать, вот каббала – это серьезно так. И, например, вот я не буду перечислять, кто там, в общем,
особо уделяют этому внимание. Ну, не то, что уделяют, а как бы интересуются этим. Ну, вот, например, в числе таких знаменитостей, ну, можно сказать, вот одна из знаменитостей, Мадонна, да, она вот увлекается этой кабалой. Сфероты – это уровни энергии, через которые строится Вселенная. Каждая сфера показывает определенную силу. Мудрость, силу, гармонию, интеллект, материальный мир. И вот когда они появляются в раскладе, то как раз именно вот эти карты очень хорошо посмотреть диагностику на них, на каком уровне сейчас находится человек, на каком уровне развития, да. Ну, например, духовные, эмоциональные, материальные, ну, и эти энергии тоже в том числе можно также посмотреть. Арканы Вознесения здесь, да, я сказала, их 13, тоже очень интересная часть именно этой колоды. Она показывает моменты, когда человек меняет мировоззрение, переживает сильную трансформацию, выходит на новый уровень понимания жизни. Вот, поэтому, в принципе, я их не стала мешать, но я уже немножко попрактиковала на них. И, кстати, в группе тоже в телеге, в платной телеге я доставала вам с этой колоды карты дня. Вот эта колода. Ну, на этих вот у меня уже был клиент, вот я делала. Так, всем привет, кто присоединяется. Вот, и именно если вот эти карты выпадают, это обычно говорит о важном периоде в жизни. И реально это работает, в общем, да. Кто придумал такие колоды? Я, кстати, повстречала, когда забивала в поиск и занималась поиском этой колоды, я там первоисточники повстречала именно такой, ну, вот именно этой колоды. Ну, она не совсем это первичная материя, да, ну, скажем, уже современный источник этой колоды, да, не то, что там, допустим, скажем, там 18 век там, или 19 век, а именно вот уже там в каком году они ее, как бы, колода, ну, наверное, уже 2000 там 10 с чем-то там, да, вот эти годы колода от них. И я так почитала отзывы, вот многие затягивают эти колоды, в общем, покупают и очень ними довольны, да. Так откуда они появились, да? Вот, например, вот традиционная колода карт Таро, она появилась где-то в 18 веке, да, но именно что касаемо материи, да, первичной материи, она появилась, такие колоды, они появились намного раньше, в общем. Вот. Об этом писали, сейчас скажу, кто даже писал, вы можете также в интернете это посмотреть. Не знаю, найду это, не найду, в общем, кто это писал. Вообще, конечно, я изучала очень подробно это, но не могу вспомнить, кто это писал. Ну, вот французский оккультист, да, он намекал на эту колоду еще в 18 веке. Но, правда, он говорил что-то по поводу этого, он как бы ее приписал там к Египту, но на самом деле это не подтвердилось, да. Потом Элифас Леви, или Леви, или Леви тоже писал маг и мистик. В общем, Орден Золотой Зари, тайное оккультное общество. Но это 18 век. Кстати, в этот период и именно в этом ордене появилась эта колода, да? Именно Таро, в общем, да. Современные колоды, ну, например, в частности, вот эта, она объединяет несколько эзотерических систем сразу. И уже, я сказала, и карты Таро, в общем, да, и вот как раз здесь и Вознесение, и немного Каббалы, сферот, да, вот. Вот такие карты, интересные, в общем. Это я вам рассказала о своей покупке. Как на них делать расклады, немножко скажу, да. Ну, например, так, какой-нибудь пример. Представьте, вот пришел клиент, да, и говорит, почему у меня уже год не получается сменить работу, да, вот, что касаемо работы. И вот как раз вот эти карты не очень хороши. Ну, например,
достать, там выпала Гвура, к примеру, карта, да, и она говорит о том, что, что у человека какой-то момент, что сильно ограничивает себя, ну, например, в поиске работы или боится рисковать, да, сменить там старую работу и пойти на новую работу. То есть, понимаете, это не только посмотреть там, я же говорю, там энергии какие-то там, ну, на каком развитии сейчас человек, там, что касаемо там эмоционально, духовно или материально. А также можно вот именно посмотреть какие-то бытовые, к примеру, вопросы на этой карте, да. Вот я, кстати, посмотрела, очень четко они считывают, в общем, да. Вот. М. Обычно Таро, там, знаете, если достаешь карты, здесь можно как бы говорить, ну вот, знаешь, ты там думала там менять работу, да, но включился там включился контроль, а вдруг там не получится, а вдруг там будет хуже. Ну вот как бы Таро об этом. Когда эти карты достаешь, здесь сразу просто вот четко достал карту и говоришь, что, допустим, ограничиваешь себя, да, боишься рисковать, что касаемо новой работы. И вот и сидишь на старой работе. Ну, к примеру, да. Ну, например, если там выпадет Хесед, в общем, тот же, кстати, вопрос, это карта поддержки. Ну, например, да, вот как можно трактовать. То есть это значит, что возможности вокруг есть, и там люди, ситуация какая-то готовы помочь там в чем-то. Но человек их не использует. Понимаете, то есть одна карта, она четко обрисовывает, что на самом деле происходит, да, у человека. И как бы может его подтолкнуть, грубо говоря. Мы, конечно, карты Таро не могут указать человеку реальный путь, и не могут за него пойти сменить работу или пойти на новую работу. Но как бы в целом, в общем, да, то есть своего рода открыть глаза на что-то с помощью карт Таро, в общем, можно, понимаете, о чем, да? Вот. Ну и как бы вот если что касаемо Хесед, я рассказывала о тех картах, которые уже, в общем, выходили, и я о них рассказываю. И вот это как примеры, реальные примеры. И вот, например, вот что касаемо Хесед выходила, да, карта клиенту, и, в общем, предлагали вариант, советовали там направление, но как бы не восприняли всерьез, просто поговорили, ну и все, да. А потом, когда в общем, вышла эта карта, о, да, мне знакомый предлагал эту работу, да, там, или, ну, вот в этом ключе, понимаете. Вот если тот же вопрос, Есот, это карта своего рода как подсознание, то есть человек до конца не понимает, что хочет. То есть, например, не устраивает уже на работе, знаете, как бывает. Вот сидишь там на работе, все уже просто, ну, задолбала эта работа, да. Но как бы вот именно что касаемо подсознания, то есть физически ощущает человек, что, в общем, устал от той ситуации, которая сейчас происходит. Но вот подсознание еще как бы не сформировалось и не понимает на самом деле, в общем, что хочет, да. То есть вроде бы как хочется перемен, что-то поменять и так далее, но внутри вот четкого образа нет еще, не сложилось. Куда идти, зачем, в общем, что делать, да. Поэтому энергия как бы распыляется. Вот карты такие, в общем, класс, да. Ну и все, вот хотела вам что рассказать, да. Немножко о том, немножко об этом. Вот, вот так. Все. Сейчас, сколько там время, на дополнительном канале, сейчас я там буду там работать, заниматься своими делами, но включу, в общем, также стрим и за донаты на расклады. В общем, я так буду теперь практиковать, поэтому, в общем, сразу скажу, что ссылка на донат можно, здесь нет такого на этом еще канале. Но вот куда я сейчас перейду, там на один из наших дополнительных каналов, там есть, в общем, можно в чате там сразу заплатить, в общем, да.
Но как бы для граждан России, в общем, там нет возможности заплатить. Поэтому, если кто желает, для кого нужна карта, я не буду на этих доставать, другие колоды, то, в принципе, можно в телеграм-канал перейти, и там будет ссылочка на донат. Так что встречаемся, кто желает, через там, несколько минут на дополнительном нашем канале. Все, спасибо вам за поддержку. И, в общем, до связи и до встречи. Пока.